Приветствую на канале Умный дом Xiaomi. На нашем сайте domxiaomi.ru или на страницах в социальных сетях вы могли видеть новость о том, что в продаже появилась новая Bluetooth колонка с функцией беспроводной зарядки ZMI Wireless Charging Bluetooth Speaker. Я купил это устройство на AliExpress по цене около $25 и хочу поделиться с вами мнением в своем обзоре. Ссылка на надежных продавцов в описании к видео. Традиционно начнем с распаковки. Товар поставляется в привычной для Xiaomi упаковке с указанием на ней основных особенностей. Это звук 360 градусов, поддержка голосовой связи, беспроводная зарядка до 20 Вт и наличие разноцветной подсветки. Внутри упаковки находится колонка, она же беспроводная зарядка, краткое руководство пользователя на китайском языке с указанием параметров и функций, микро-USB кабель и блок питания. Колонка с беспроводной зарядкой имеет матовое черное покрытие сверху с кнопками включения, управления громкостью, цветовым режимом и воспроизведением. Здесь также расположен микрофон для голосовой связи и работы китайского ассистента Xiaomi. Динамик с сопротивлением 2 Ом, обеспечивающий звучание на 360 градусов, расположен за тканевым покрытием по периметру. Такой дизайн удачно впишется практически в любой интерьер. Снизу имеется нескользящая вставка для обеспечения устойчивости на горизонтальных поверхностях. Согласно инструкции производителя, ZMI Wireless Charging Bluetooth Speaker поддерживает быструю беспроводную зарядку до 20 Вт, но комплектуемый блок питания имеет мощность лишь 18 Вт. Это обеспечивает работу быстрой беспроводной зарядки до 10 Вт или 5 Вт в режиме активной колонки. Если же вы хотите получить максимально быструю зарядку, то необходимо использовать блок питания 27 Вт. Такими блоками комплектуются, например, смартфоны Xiaomi Mi 9, 9 Pro и другие современные флагманы компании. Их блок питания обеспечивает беспроводную зарядку 20 Вт или 10 Вт в режиме колонки. Тем не менее, далее мы подключим нашу колонку-зарядку с помощью штатного блока питания и узнаем, на что она способна, то есть как воспроизводит музыку и заряжает смартфон или наушники. Для активации сопряжения по протоколу Bluetooth 5.0 с вашим смартфоном необходимо зажать кнопку питания на 3 секунды. Вы услышите приветствие, после чего находим в настройках беспроводного Bluetooth подключения смартфона нашу колонку и выбираем ее. Если все прошло успешно, то прозвучит звуковой сигнал. В дальнейшем колонка будет подключаться к смартфону автоматически. Чтобы выполнить полный сброс сопряжения, нужно зажать кнопку включения на 7 секунд. Управлять громкостью музыки можно как со смартфона, так и с помощью кнопок на корпусе колонки. При этом подсветка на корпусе будет отображать шкалу громкости в момент нажатия кнопок, что весьма удобно, если телефон находится не рядом с вами. Во время работы колонки вы можете использовать и беспроводную зарядку, но в таком режиме ее мощность с использованием комплектного блока питания снижается до 5 Вт, и она перестает, так сказать, быть быстрой. Для одновременной работы быстрой беспроводной зарядки и беспроводного динамика потребуется использовать блок питания мощностью 18 Вт. Также возможно заряжать смартфоны в чехле. Включать и выключать беспроводной динамик можно 3-секундным нажатием кнопки включения на корпусе. Если в течение 15 минут к динамику в режиме сопряжения не подключен ни один смартфон, то он автоматически перейдет в режим быстрой беспроводной зарядки. Кнопка питания управляет и работой LED-подсветки. Можно выбрать один из 7 режимов световых эффектов для создания подходящего музыкального настроения и атмосферы. Также есть возможность полностью выключить подсветку. Я покажу работу всех режимов подсветки в конце этого видео. Световая индикация работает еще и как сигнал при начале беспроводной зарядки или при включении встроенной защиты. Например, когда на поверхность зарядки попадает случайный металлический предмет, ключи или монета. Устройство имеет несколько степеней защиты на такой случай. От расхода электроэнергии при наличии посторонних предметов, от чрезмерного заряда или разряда, а также от скачков напряжения в электросети. При этом беспроводная зарядка не имеет активного охлаждения, как некоторые другие устройства, и работает абсолютно бесшумно в режиме зарядки и в режиме ожидания. Никакого писка или посторонних шумов я не заметил даже во время сна ночью. Колонка ZMI Wireless Charging Bluetooth Speaker имеет поддержку голосового ассистента Xiaomi Xiao AI. Однако он работает через отдельное приложение, которое можно скачать на Android по ссылке при сканировании QR-кода в инструкции, а на iPhone в App Store. Тем не менее, я не смог настроить колонку в этом приложении ни на iPhone, ни на Android смартфоне. По этой же причине не могу рассказать вам о работе так называемого белого шума, который по задумке должен помочь вам заснуть. Я считаю работу голосового ассистента Xiaomi на китайском языке в России абсолютно бесполезной, если, конечно же, вы не говорите на китайском. А работу с Google ассистентом, Siri, Алисой или другими колонка ZMI, увы, не поддерживает. В
заключение вы наверняка хотите узнать о качестве звучания колонки. При стоимости около 1800 рублей за устройство 2 в 1 я остался очень доволен и динамиком, и беспроводной зарядкой. От подобной колонки не ждешь выдающегося звучания на уровне профессиональной акустики, но даже на максимальной громкости, благодаря полночастотному динамику диаметром 40 мм и особой акустической конструкции, ZMI Wireless Charging Bluetooth Speaker выдает чистое и детальное звучание, а LED-подсветка поможет создать яркую атмосферу, когда это требуется. Далее немного музыки и демонстрация режимов подсветки. Если у вас остались вопросы о беспроводной зарядке и колонке ZMI, оставляйте их в комментариях. Если видео было вам полезно, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Спасибо за просмотр.